больше. Пушить, прожить, драйвить. Новый Хавейл Джолион. Больше пушить, рашить, драйвить. Ну привет, ребята! Как сердечко? Дышите. Мы прошли в плей-офф. Нереально крутой матч, эмоционально. Я извиняюсь, конечно, во влогах я был очень взволнованный, грустный, но я очень сильно переживал. Ну сейчас чуть-чуть я выдохнул. Ну, ребята выиграли, сделали для меня подарок для организации. 18 лет все-таки нам исполнилось. Это очень круто. Но мы не отдыхаем, мы продолжаем снимать обзоры. Сегодня мы играли против команды Face Clan, BO3, мы пикнули карту Инферно. Статистика за последние 3 месяца: мы 7 раз выиграли, 3 раза проиграли. У Face Clan 6-4. Я сегодня позвал Джейма, чтобы он дал свои комментарии. Как ты, брат? Я отлично, все хорошо. Все хорошо? Супер хороший день сегодня. Вообще нереально крутой. Очень крутой. Давно таких не было. Прям ты выдохнул на самом деле. Ну да, как-то весь турнир такой был немножко... Не прям радовался победам, но вот эта победа как-то меня разгрузила, что типа, ну хотя бы нормально. Ну я видел, ты весь турнир такой был сфокусирован. Да, был. сфокусирован. Я по этой причине я вообще не хотел тебя трогать. Медиа, не медиа, я понимал, что Джейм не просто он еще снайпер, он капитан. Он должен координировать все эти вещи, распределять стратегии. Ты молодец, но ты готов? Я готов. Да, я тебе буду просто показывать моменты, и ты будешь комментировать. Это помнишь, когда мы двоих потеряли и на последних секундах еще могли этот раунд забрать? Да. Вначале можем просто посмотреть, что ты вспомнил. Я помню, да. Я 3 кило дам на экзиты. Тима мог ставить. Просто секунды не хватило. Ну, он бы меня убил, Да, anyway. да. Но Тима должен был ставить на дефолте, наверное, в идеале. Я убиваю Малы и убиваю Кеннис. Он, хотя бы бомба ставится, чел не сможет задавить нас. Ну тут... У вас оставалось 20 секунд. Да. И почему не пошли сейвить, да? Нет, да, почему вы решили, да, пойти дальше? Ну, во-первых, потому что... Давай еще раз включу. Я помню, вот информация, Ага. что, скорее всего, ну, я выжег Досю, то есть там либо справа он на боборд хедшот, либо слева. И я знал, что там двоих будет, и флешки там, сильные, под них вот так вот спокойно можем. Да. Допустим, здесь вот Флит первого фуллблайнд убил, второго, если бы он забирал бы, мы бы были бы 3 в 3, там уже наш раунд. То есть тут спокойно можно было выиграть. Ну, если Тима, да, еще перестрелял бы, убил бы. Да. То есть, ну, там тяжело, ты их запрыгиваешь. Тут это не та ситуация, где можно было пойти сейвить. Ну, типа, у нас была информация, позиция, мы знали, что там нет АВП. Ну, понятно, если бы мы были на 7, и мы не знали, где Авик, где L20, там уже, да, можно было задуматься, они бы нас рано увидели. А тут я уже вот стою на бочке, контролю Досю, то есть тут нормально было пойти. Хорошо, да. Но все равно старт, кажется, у нас не пошел. Мы забрали первый раунд. Ну, да. Но там удивила М-ка. Да, М-ка. Ну, мы не так много, наверное, ситуаций сыграли против М-ки из-за экономики, что она может быть. И поэтому Флит отдался в коврах. И на зелени потом она пришла и еще 2 убила. Да. На самом деле похожий раунд, как вчера мы с кем играли, с No Sports. Ну там ты спас раунд, раз 5 забрал. Здесь как бы не получилось, не фартануло, потому что у них оказалась М-очка. Но мне кажется, тут не повезло. Потому что до этого, до других матчей, и Киндер, когда аркатил, вот пару раз у него получалось выйти, убить в спину. В целом мы этот момент уже проговорили. Ага. Это ошибка, да. Ну, однозначно. Да. То есть что там ну, и да, по экономике, да. И он сам это знает, но типа он это делает по разным причинам. Ну, то есть он чувствует, что он может пойти, даже если там эко, взять дуэль, типа 50 на 50, он это делает. Или инфа, да? Ну да, но это его зона, банан, и если его там ограничивать и как контролировать, то, ну как бы... Ставить какие-то ранки, да. что это нельзя делать, ну... Это его стиль игры, он крутой игрок, он должен сам принимать такие решения, и, допустим, он ушел, и он заранее знал, я иду не по шансам. Ну да. Да, то есть мне тут можно не идти, но он просто пошел, потому что, чувствовал, что знает, где он, просто корректно попал по нему и все. Но дальше... Хотел сломать тайминг. Ну, типа, да. Проще раунд забрать и так далее. Ну, я вот когда на стриме смотрел,
вот Марик круто, он стоял в смоке, видишь, вот он смотрит, и смог вот начинает рассеиваться. Вот он прошел, и смог рассеялся, понимаешь? Тут секунды не хватило. Это Керриган так рассчитал. Ну Гений, блин. Да, он... 13 мажоров или 14 мажоров у него, он шарит. Да, многовато. На самом деле многовато. Но мы раунд выиграли еще Не. здесь, да. Там, Мы могли, да, выиграть. Там Давай, дальше. тоже мы посмотрим. потом обсудили, и даже Леха сказал в этом же раунде, заметьте, типа, я не в том месте оказался. Ну, то есть, на самом деле, мы даже хорошо стояли, я распикивал ребра, там, то есть, тут я по ребрам пойму, там, есть они, нету их, и мы, то есть, тянемся, не стянемся. Ну ты вот увидел первого, второго. Да, И, и все. да, и тут на самом деле флиту. И тут тоже, да, у нас Флит были убивает, шансы. да, и Рейн Insane, да? Insane. Ну, я не знаю Insane. своего экрана, да, как было. Ну, Жек тоже может чуть левее сесть на The Ghost Plant. Но все равно, да. Ну, было он много убивает. шансов. У меня шанс, Да. у Жеки шанс. И у Лехи шанс встать в планете. То есть даже с этим учетом... Не, да, Флит если убивает двоих, Леха врывается в смог на малых, убивает одного. Ну даже если он врывается, а он мог изначально там стоять, Да. и тогда там вообще, похорон было. Инферно. Но все равно вы могли камбэкнуть. Там после этого вы не сломались. Да, После этого вы еще забрали раунд. Счет был уже 14-12, кажется. да. Там я немножко подзакинул. Нет, там на самом деле все нормально было. Счет 14-12, если я не ошибаюсь. Ты убиваешь одного, Да, я убегаю в план. убегаешь, да. Ты не знаешь инфу про второго, потому что твой КТшник бежит в арку. Ты думаешь, он тебя прикроет? Правильно? Нет, там вот так было. Я стою на малых, летят смоки, Да. и я жду флешку. И она не взрывается. И я думаю, что неужели не будет флешки, да. Пикаю, убиваю Керриган, Да. и вижу, что он один ползет. И начинается и я больше никого не вижу, и начинается информация от спика, типа, 20 бегут. Ты кидаешь смог ковры. Да, и я думаю, наверное, один зелень, и сейчас 20 забегут. Бегу туда, знаю, что, ковры заткнул только 20, просто пикну, Конечно, я мог пойти в плент и сыграть пассивнее, но я решил пикнуть. Попал в ногу, скорее всего, Рейна. Ты попал. И он, я не знаю, как он тоже убил меня, наверное, как-то он смог запрыгнул, меня Он, дошил. он прошел под сено, и там такой маленький пиксель был твоей ноги, и он в него попал и убил тебя. Наверное, я по-другому попал. Я попал по-другому, и другом меня разменял. Да, вроде бы так было. Ну, да. Или может быть даже это он убил. Потом второй игрок прошел в малые. Да. И вот там убил- уже начался... там, сумбур, потому что он убил Флита под коврами, потому что Флит не ожидал. Он Да. занял хорошую позицию, перекрестную. Он убивает его. Нет, там моя ошибка. Ну как, лан еще не слышно эти флешки, то есть я даже на фокусе слушаю, но вот это вот, как в онлайне, звук его нет. Мгм. И ты взорвалась, не взорвалась, а есть она нету, и когда ты там, такой раунд произошел. Ну ничего, вы после этого не сломались. Да, и там еще был шанс, там в последнем раунде Марик запушил Б по информации, там тоже была информация, и она его... Вы их очень сильно покосили в банане. И Марик, мне кажется, он нормально делал. Мне кажется, не хватило флешки. Он вышел, смог, и Тер не ожидал. Мне кажется, он испугался или ожидал, он убил. Он мог в линию двоих убить. И Они там были- еще Тима сказал, что даже с учетом этого, у Да. него тоже был шанс доиграть. Да, Но он там тоже не доиграл, его сразу сбрюкил, то есть... потому что ты стояла с гранатой, с Да, флешкой. и у меня были все гранаты, Все чтобы... гранаты, да, активно, да. Ладно, круто. Спасибо тебе. Ребята, париматч запустил сразу 3 акции для всех зрителей мажора. Можно получить фрибет $10 на счет, можно участвовать в рейтинге с призовым фондом $80 000, а можно выиграть оплаченную поездку в Лондон на матч Челси. Подробности в закрепленном комментарии. Поехали. Вторая карта Ancient. Инферно мы проиграли. Ancient пикнули Face Clan. Статистика за последние 3 месяца: мы 0 раз выиграли, 4 раза проиграли. У Face Clan 4-4. Я позвал Флита, чтобы он дал свои комментарии. Как ты, братец, готов? Да? Отдохнул, Поехали. покушал, расслабился. Да. Поехали. Все по стандарту. Я тебе показываю моменты, ты комментируешь. Поехали. Мы отдаем раунд в 5-2. Ага. Помнишь, счет был 7-2? Да, 7-2 да. был, когда они в 5-2 забрали? На Б зашли. 7-2 был, и после этого мы забираем форс. Да, да. Да, ну. вот. Вы теряете, тебя убирают, да? И ты, наверное, в этот момент наблюдал за Икиндером. Не, я, по-моему, не за ним смотрел. Ну я включил его, когда он вот под этот смог убил чела. Ну тут Джек вообще, на самом деле, еще жестко сыграл с Юспа, собрал информацию. Марк убил четко. Жека собрал информацию, что чел есть у него вот тут вот, в этом моменте.
И, ну, мы понимали, что это, скорее всего... Я не помню, что мы понимали. Сейчас. На самом деле, этот раунд вообще плохо помню почему-то. Я специально тебя позвал, потому что ты самый первый вылетел с этого раунда. Я думал, вообще что не- всю картину видел. Вот да. вообще плохо помню. Помню, что, по-моему, последний, по-моему, засейвит Бруки в итоге. Сейчас Олафа убьют. Но я не знаю, такой раунд. Марк хорошо попал, Жека жестко собрал инфу, но не умер. Очень важно это было. Тима тоже хорошо сыграл. Да, ну хороший раунд, пацаны хорошо сыграли. Я не знаю, что это. Смотри, мы проиграли Инферно, играем Ancient. Так. Старт не задался вообще. В голове были какие-то мысли? Не, вообще не было. Я понимал, что мы Нужно. можем как и за атаку, так и за теров спокойно набрать свои раунды и обыграть. И все. Даже после- когда там мы камбэчили там 8-13, я понимал, что опять нам нужен раунд, и мы зацепимся. Ну да, ну вы забрали раунд, сделали 8-7, перешли за теров, забрали первый раунд. Да. Я прям Проиграли слышал форс. эмоционально, как вы закричали там все. А потом отдаете второй раунд. Ну, бывает такое, да. Ну там, на самом деле, Рейн попал, не знаю, халяву какой-то. Он, как это позиция называется? Ленин, вот эта позиция Ленин называется? 9. 9, да. Вы начали перебегать на Ну да, Да, в руинах. в руинах, да. И он первого промазал, второго, и в третьего в Джейма попал. Да. И потом- Там, я не знаю, там получилось, что мы долго перестояли, мы начали раскидывать бананы, не дали смоки. Они уже начали делать, понимать, и... Ну, нас много принимало на Б, мы приняли решение, что надо пойти на А, максимум на одного чела. Ну И да. так и получилось, но уже пробежал второй с КТ, со скаутом, и это все подруинило. Если бы мы быстро убили первого, я думаю, мы бы выиграли. Ну смотри, вы отдаете этот раунд, потом у вас 2 раунда пистолеты. Я вижу, что вы берете себе АК, фул закуп. Вы с Киндером выбегаете на мид, у вас Да. Керриган двоих убивает. Я хватаюсь за голову и говорю, ну как? В смысле? Вы что, серьезно? Вы так хотите отдать игру? Я потом, знаешь, когда тебя простил? Когда ты пришел с А в спину, когда увидел двоих, Да, прибежал, это прям... Ты помнишь, когда Джейма прострелили? Да. Он еще удивился, как так. И тут Киндер, не знаю, он по инфе или просто вы начали рисковать. Ну, я думаю, по инфе, потому что он увидел Олафа. Но я уже думал, здесь все. Он увидел Олафа и знал, что Рейн там убил. Не, ну тут Марк жестко сыграл. Но тут Броки простил его, как по мне. А, ну нет. На стрессе слегка, На да. стрессе, да, на стрессе был, да. Слегка на стрессе. Но он хорошо сыграл. Да, он отрезал. понял, что Рейн убил только что, и в этот момент Олаф типа стрелял. Через пару секунд, и он понимает, что... Там, тем более, он с калаша, по-моему, прострелил, а тут с МК. И он понимал то, что, скорее всего, это второй чел с Б, и можно зайти спокойно. И он как раз сделал все четко, зашел, выжил. Да, у них там прям встреча была с земляков. Они вот так встретились за углом. В Риге? В Риге, да, за Подворотне? углом. Поговорили. Ты давай, отдай этот раунд да мне. Ну да. Ладно, в этот момент ты показал, я тебе показал, ты мне рассказал. Ты мне расскажи, пожалуйста, про момент с кикером. Не, ну это жесткий раунд. Ну, я не знаю, я смотрел за ним и говорю, прям видно было, как он все четко делает. Прям, ну вот я не знаю, смотришь, сразу видно, он прям делал все четко, как надо, и выиграл. Как по книжке, Просто, да? вот да. так? Убил, отошел. Кинул хаешку. Куда у него хае? Куда этот хае? Я не был? знаю. Наверное, многие люди не понимают, да? Но по причине того, что он кинул это хае, Да, челы не услышали. не услышали. Ну, не услышали, были... Ну и это под- все равно, подграв. это лан, здесь Да. другие звуки. Не, он сделал все четко. Убил первого, кинул хае, потом поймал второго и убил диффузящего, и все. Просто все четко сделал, грамотно и все. Да, вы по красоте забрали. Да. Теперь у нас наша статистика улучшилась на этой карте. У нас Да. теперь есть одна победа. Круто. Ты счастлив? Да, Ты конечно. счастлив, да? Конечно. Ладно, Это только спасибо. начало. Да, это только начало. Начинается плей-офф. Ладно, спасибо тебе, не буду задерживать. Тебе спасибо. Все, брат. I love you. Love you too. Amazing. Давай, брат. Если кто-то не заметил, мы поменялись местами. Оказывается, у Марика есть рабочая сторона. Так и есть.
Я полностью соглашаюсь с ним, это правильно. На самом деле у меня все стороны рабочие. Просто я же вижу, какая у тебя рабочая. А мне без разницы, братан, я слева, справа, я за любой кипиш, кроме голодовки. Как ты, братец, нормально все? Нормально, да, рад на самом деле, что выиграли. Самое большое, чему рад, это то, что я наконец сыграю на арене. То есть, Да. когда будет много зрителей, это круто, я считаю, это... Никогда не испытывал такие эмоции, и надеюсь, что они будут очень классные и буду заряжать. Ты все мажоры смотрел? Ты все мажоры помнишь? Не, я на самом деле мало игр смотрел. Ну, я смотрел какие-то там, уже когда профессионально играл, то да, а перед этим там не смотрел, не любил смотреть CS. Ладно, продолжаем. Игра с Face Clan. Мы камбэчим, забираем Ancient. Третья карта Overpass. За последние 3 месяца статистика. Мы 5 раз выиграли, 4 раза проиграли. У Face Clan 5-1. Крутая игра. Вы нереально круто стартанули. Вели 8-1. Ну и потом, как всегда бывает, они меняют свой стиль игры, забирают раунды. Я тебе могу объяснить. Давай, почему так. давай. Потому что, когда ты ведешь на такой карте, как Overpass 8-1, очень легко контртеррористам подстроиться под атаку. Из-за того, что атака уже почти сделала большинство своих вещей, на Overpass... Ну, все, не раскрывай, братан, потому что нам еще Ну да, играть. на Overpass нельзя так много чего сделать за террористов на самом деле. Да. И можно попадать в диапазон. Они поняли ритм нашей игры и так далее, и начали играть соответственно. Мгм. Вот и все. На самом деле 8 раундов для атаки это очень много. Да, это очень хорошо. Да. Все, что ты лишнего сейчас не сказал, я тебе буду просто показывать моменты, ты мне будешь говорить. Давай. Просто комментируй, не говори свои фишки, ладно? Вы отдаете пистолетку, забираете форс. Да. После этого они форсят. Можешь вначале сперва посмотреть? Ну я помню, они поставили бомбу, где Олаф 1 в 3 остался на пистолетке. Мы знали, что у них есть 3500 на бай, и они всегда закупаются на 3500. И ну я такой, ну ладно, встану на дуэль. У меня эска, я знаю примерно, как они ходят, встал туда, и Жека такой говорит, ну давай я подстроюсь, я спрячусь там, вот все. Просто на импровизации, на опыте Да, такие. да. А давай сделаем так, да? Да. Я хочу еще раз посмотреть. Мои хедшотики? Да. Как же эмочка отключает, да? Прям персик. Эска это просто. На Эска, самом да. деле я ненавидел 30-ку. Да. Я вот так рад, что 25-ку сделали такую сильную. Наконец-то. Да. Может быть, из-за 25-ки я как раз попал в плей-офф мажор. Ты же единственный, кто играл с 20-ки, правильно, в команде? Раньше, да. Никто не играл. Все, да, потому что Леха все такие Я, играют. я с 25-ки играл. Ну, я и 30-ка играл, но менял. Да, потому что я помню эти говорили, Марек, Да, какая 25-ка? какая Да, 25-ка? да. Было Играй, ну невозможно убить 5 с этой эмочки. А сейчас что скажете? А? такое. Хейтеры, где вы сейчас? Где? Где? Не слышу. Не, круто, молодцы. Хорошо забрали форс. Да даже я не сказал, что это форс, у них full buy, правильно? Ну, так построена экономика Counter-Strike, что на самом деле выглядит, ты даже не понимаешь, у кого лучше бай на самом Да. деле. Но, в принципе, равные условия. Это в этом Да, раунде, в это этом что? раунде ты когда убил двоих, помнишь? Двоих я спалил, Да. что они пятером собирали сета, они взяли мой АК. Но тут на самом деле Женя ошибся. Мгм. Ему нельзя так выходить, ну, с длины брать вот такую дуэль. Смотри, он же убил двоих, Женя, убил Да. двоих. Мне кажется, он должен был оставаться здесь. Просто Он за забыть- бомбой шел. Кто? Не, А, Женя? Женя, да. Женя, да, должен был остаться. Должен Он- оставаться, да. Женя ошибся, но Жека тоже не попал в спину, но там нельзя до этого вообще доводить. А так, Тиму уверенный дополнительный клатч на ХЛТВ. Ну, Один в один. Тима, я не знаю, у него. Я хочу еще раз посмотреть. Я так переживал. Я говорю, о! А он, я говорю, он полностью слышит, как он убегает на длину, потом возвращается. Керриган на стрессе даже не зафокусил никнейм. То есть он же мог понимать, что Тима, да. он мог с Андрой прийти и как-то умнее разыграть, но видно, ну типа, стресс. Керриган, да. руки Ну, здесь, видишь, дрожат. все равно тоже тяжело. Он берет бомбу, и он везде может. Но он быть. рандомит. Он Да, типа, он не то что... Он кидает монетку. Да, но да, он здесь- кидает монетку. Если но его здесь, со спины видишь- нет, он уйдет на Б, поставит бомбу. Да, Но здесь, я с другой я стороны, согласен. Тима его поймал. Он же мог пробежать. Ну, Тима мог у него попасть, оставить хп ему 20, и он там за стенкой Нет, начинает. там Тима никак бы не отпускал. Ну, пойди, да, Тима никогда не отпускает. Тима никогда Тима, не если видит, он... отпускал. Я извиняюсь, если минус уши. Прям, Да. я прям кайфанул. Ну, ты счастлив, Ты брат? видел, как он с дигла убил двоих? Двоих? Да, Он мне говорил, он говорит, как на ДМ или где-то, с ботами вот как с так. ботами, да. Да, вот так. Убил, развернулся, Я убил. же умер в том Ага. раунде.
с диглом, сказал 1х, ну, на между. И Тима убивает, он понимает в туалетах, он палится, и вот чел с икса давит, который меня убил. Да. Я смотрю, раз, два, и я такой, Тима, что ты дал? Вот так. А другие наши выходят на Б, такие, тихо, 9 может быть, вот так. А у них там своя война, Да. А Тима сам, они уже про него забыли, сказали. Да. Тима, просто... Я на Тиму вот так вот поворачиваюсь, такой сижу, такой, Тима, ты что дал? Вот так. Ну я вижу, как ты счастлив, что вы прошли. Спасибо, что пришел, пообщался со мной. Я рад пообщаться, я рад, что мы прошли, и надо просто сфокусироваться и... Ну, пару дней у вас выходных, потом плей-офф. Пару дней, да? Пару дней. Ну, вроде бы пятницу мы начинаем. Спасибо, пацаны, что смотрите, пишите. Я знаю, что вам нравятся обзоры. Ребятам тоже это нравится. Они каждый раз говорят, давай я. Ну, вдруг когда-то это будет, я же не знаю. Давайте пока. так и Спасибо, есть. Медведев. Так и есть.